Всем привет, меня зовут Александр Андреев. Представляю вам Harley-Davidson FXR. Легендарный байк, 1994 год. Многие этот байк знают из фильма «Криминальное чтиво», где Брюс Уиллис говорит: это чоппер, детка. Harley-Davidson ковбой Мальборо, Микки Рурк рассекал тоже это FXR, и Кобра, где Сталлоне в конце уезжает с телочкой. Я лично узнал об этом уже после того, когда купил его, от тех, кто как раз-таки и дрочит на этот FXR. Почему здесь вообще стоят вот эти трубы? Для того, чтобы определить высоту. Постоянные эксперименты привели вот к тому, что я остановился на вот этой высоте. Визуально меня устраивает, собственно, визуально, и все. Так вот я ездить пробовал на этих трубах, это мало реально в городе. Если ты попадаешь на какую-то конкретную кочку, то голова у тебя просто входит в позвоночник и потом обратно может не выйти оттуда. Сейчас вроде бы нормально смотрится. Вроде бы. Ребят, если вы думаете, что от высоты у вас будут меняться трюки, правильно думаете. Но я не по этой части, я просто экспериментатор. Я хочу, чтобы он валил и был легким. Если бы я взял байк и мне ничего не надо было бы вкладывать, что бы я от него получил? Да ничего. Поэтому я никогда не пойду, не куплю себе новый мотоцикл, потому что есть старый. На старом мотоцикле стоят такие же подвески, как и на новом, которые приходится менять в первую очередь, потому что они не годятся даже для активной езды, а при экстремальных нагрузках перестают работать. Для замены задних амортизаторов необходимо установить мотоцикл на подъемник, чтобы вывесить заднее колесо. Единственные 15-дюймовые амортизаторы, которые мы нашли, это Progressive Suspension 970 серии. Под весовой нагрузкой они дадут желаемую длину около 14 дюймов. 970 серия оснащена двумя клапанами, выносной камерой с сжатым азотом и прогрессивной пружиной. Корпус и резервуар имеют внутреннее покрытие для уменьшения трения. Все детали качественно изготовлены и собраны. Регулировка компрессии осуществляется удобным штурвалом. Для фиксации колец преднатяга в комплекте идет спецключ, а также втулки и шайбы под разные модели. Для FXR необходимо запрессовать вот такие втулки в оба крепления. При этом фланец должен быть со стороны мотоцикла. Чтобы втулка села максимально плотно, ее приходится дожимать через шайбу. На FXR этот амортизатор устанавливается бочком вниз, так как задевает раму, если стоит сверху. Для конструкции монотюб, в которой масло находится под давлением, ориентация амортизатора значения не имеет. Болты крепления затягиваются с усилием 47 ньютон-метров. Настраивать преднатяг придется экспериментально во время тестовых заездов. Для дрифта подвески желательно сделать пожестче. Сейчас я выставлю саг чуть меньше дюйма. Под Андреевым это как раз будет дюйм, потому что он тяжелее. Компрессию ослаблю на 30% от максимальной жесткости. Всего 17 кликов. В вилку установим картриджи Legend с высокой верхней пробкой, которая позволяет увеличивать длину. В данном случае это очень полезно, потому что задние амортизаторы значительно длиннее стока. Снятие вилки начинается с колеса. Перед разборкой я очищу вилку в автоматической мойке деталей, которую производит завод «Моторные технологии». На их сайте вы найдете большой ассортимент моечного оборудования для автосервисов и производств. На выходе получаем вилку в состоянии новой от Sportster 2004 года. Для установки картриджей достаточно открутить нижний торцевой болт, слить масло и вынуть пружины с трубкой. Делать полную разборку не обязательно, если сальники с направляющими в хорошем состоянии. Картриджи Legend представляют собой независимый герметичный амортизатор в сборе.
Модель Axeo 39 мм имеет уникальную конструкцию сквозного штока, который закреплен в направляющих с двух сторон. Это обеспечивает жесткость, что очень важно для такой тонкой вилки. Перед установкой необходимо выставить преднатяг в соответствии с весовой нагрузкой по таблице в инструкции. В нашем случае это 1 оборот по часовой от нулевого значения, которое выставлено изначально производителем. Винт сажается на фиксатор резьбы и должен упираться в плоскую часть штока. Пружина обратного пробития уже стоит, так что можно устанавливать картридж. При этом важно убедиться, что он попал в чашку на дне стакана. Картридж крепится торцевым болтом на фиксатор резьбы с усилием 21 Ньютон-метр. Для Спорстера 2004 года в каждое перо заливается 147 мл масла, которое идет в комплекте. При заливке вилку необходимо прокачивать, чтобы масло стекало в стакан. Пробка затягивается с усилием 34 Ньютон-метра. Второе перо точно такое же и собирается аналогично. При выставлении преднатяга потребовалось усилие, чтобы провернуть регулировочную гайку, потому что она закусилась на штоке. В отличие от примитивных стандартных трубок, демпфер и лигин герметичны, наполнены маслом под давлением за счет камеры с сжатым азотом и оснащены поршнем с клапанами. Вилка собрана, и ее можно установить на мотоцикл. Посадочные места желательно очистить. Я зафиксирую вилку в максимальной длине, чтобы легче подрывать мотоцикл на заднее колесо. Траверсы затягиваются с усилием 45 Ньютон-метров. Колесо установлю для вида, потому что его придется снимать при сборке нового тормоза. Гайка оси затягивается с усилием 75 Ньютон-метров. Правый стакан с усилием 35 Ньютон-метров. На новых подвесках можно глубже наклонять мотоцикл в поворотах, подпрыгивать, они не пробиваются, эффективнее работают при торможении и ускорении, лучше отрабатывают неровности. С новыми картриджами имеет смысл ставить производительный двухдисковый передний тормоз, потому что вилка будет стабильно нагружать колесо на всем тормозном пути. Приобрести компоненты подвесок для мотоциклов Harley-Davidson и получить консультацию можно в нашем мотомагазине Stantex.